Для вашего удобства вы можете перейти во вкладку «Плейлисты» на моем канале и найти тот или иной мастер-класс отдельно в каждом плейлисте. Также под каждым видео есть ссылки на другие части данного мастер-класса и мои социальные сети. Итак, вот я провязал 10 ряд до конца. Вот я выполнил последнюю нашу вот эту штуку, и передо мной как раз по рисунку 4 столбика, которые нам нужно пропустить. 1, 2, 3 и 4. Вот я сделал 10 петель, соединился в третью петлю от начала столбиком без накида, сделал 2 воздушные. И теперь соединительной петлей мы соединяемся в самый первый столбик без накида. И вот наш раппорт. Это 9 столбиков, поэтому количество столбиков должно делиться на 9. То есть вот самый первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот поэтому 9. Затем у нас уже следующий начинается. Итак, вот наш раппорт занимает 9 столбиков. Так, теперь приступаем к следующему ряду. Это у нас уже получается 11 ряд. Выполняем сразу. Вот мы соединили столбиком без накида, и сразу в следующую арку из 4 воздушных петель выполняем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик без накида. Теперь вот в эту арку сразу следующая, которая вот здесь у нас 2 петли, в третью мы вязали столбик без накида, сюда вяжем еще 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь вот в это кольцо, в эту петлю большую, мы вяжем 14 столбиков с одним накидом. То есть сразу после столбика без накида делаем накид на крючок и вяжем 14 столбиков с одним накидом. Может быть здесь тесновато, в зависимости от вашей плотности вязания. Может быть, наоборот, лишнее место останется. Если вы посчитаете, что вам очень тесно, можете связать не 14, а 12 столбиков. Если много места вам будет, можете связать не 14, а 16 столбиков с одним накидом. У меня здесь такая пряжа, что больше не свяжешь. Тут даже 14 мне тесно. Но я провяжу 14 столбиков. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Еще вот сюда мне нужно впихнуть 3 столбика. 1, 2 и 3. Все. 14 столбиков с одним накидом. Теперь сразу вот в эту следующую арку, вот сюда же, зеркально, вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Вот наш раппорт. Вот так. Следом у нас идет арка 4 воздушных петель, в нее выполняем 7 столбиков без накида. Сюда 2 провязал, все, теперь в ту 7, вот как здесь, опять 7 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5, 6 и 7. Все, после 7 столбиков у нас идет 2 столбика сюда без накида. Вот сюда сразу. Раз, два. Все, далее я уже показывать не буду. Сразу делаем накид и вот в эту петлю, в это кольцо вяжем 14 столбиков с одним накидом. После столбиков у нас идет опять 2 без накида, потом 7 без накида, опять 2 без накида, 14. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал 11 ряд до конца, выполнил наши вот эти последние 14 столбиков. Здесь у нас по 2 столбика и здесь у нас 7 столбиков. Вот я выполнил последние 2 столбика без накида. И теперь в самый первый столбик, вот он у нас, который самый первый в арке был, в него соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к следующему 12 ряду. Нам нужно соединительными столбиками пробраться в 4 столбик без накида. То есть у нас здесь было 7 столбиков и пробираемся в 4. Он же получается у нас средний. То есть вот мы сейчас в первом. Теперь соединительная петля во второй, в третий, а в 4 мы можем уже сразу выполнить столбик без накида. Прям сразу выполняем столбик без накида. Вот так. То есть он вот такой получается, чуть-чуть наискосок. Но в конце ряда мы в него соединимся, в эту петлю, и будет все ровно, все нормально. Итак, столбик без накида в 4 столбик из вот этих 7. Теперь делаем накид. А в предыдущем ряду у нас здесь было 14 столбиков с одним накидом. В этом ряду вот эти крайние, вот этот первый и 14 мы будем пропускать. То есть вот я выполнил столбик без накида, накид, пропускаем первый столбик и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Одна воздушная, накид, столбик с одним накидом в следующий. Итак, выполняем в каждый столбик столбик с одним накидом. И между столбиками у нас по одной воздушной петле. Единственное, что мы вот пропускаем крайние столбики. Было 14, в этом ряду у нас уже 12. И вот я делаю в предпоследний столбик. То есть вот что у нас получается. Вот крайний, вот я сделал в предпоследний. Вот крайние мы здесь пропускаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков. И между ними по одной воздушной петле. Теперь сразу же после столбика отсчитываем вот эти столбики, которые в арке. То есть вот эти столбики без накида в этих арках мы пропускаем. Здесь считаем. Раз, два, три, в 4 столбик без накида. То есть сразу после столбика с одним накидом, вот у меня столбик с одним накидом, и затем сразу столбик без накида в 4 столбик. Теперь опять накид, пропускаем следующий столбик с одним накидом и в следующий выполняем столбик с одним накидом. То есть все, вот у нас здесь уже все повторяется. Ряд простой,
Вот предыдущий ряд мне дался так сложновато. Не знаю, как вам. У меня еще пряжа такая, она вообще не скользит. Это даже не пряжа, а шпагат какой-то, я не знаю. Все. Таким образом, вяжем ряд до конца. Здесь в каждый столбик по столбику, за исключением крайних. По столбику с одним накидом, получается 12. Между столбиками по одной воздушной петле. И сразу после столбиков отсчитываем 1, 2, 3. В четвертый выполняем столбик без накида. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал 12 ряд до конца, выполнил последние 12 столбиков, между ними по одной воздушной петле, последний столбик с одним накидом в предыдущем ряду. Вот он. Мы его пропускаем по рисунку, и самый первый столбик с одним накидом, вот он у нас такой. В него соединяемся с соединительной петлей. Теперь приступаем к 13 ряду, он у нас будет последний. Нам нужно пробраться соединительными столбиками во вторую арку. То есть у нас идет следом первый столбик с одним накидом и первая арка. Второй столбик с одним накидом, вторая арка. Вот в эту арку, вторую, нам нужно пробраться соединительными столбиками. Делаем соединительный в следующий столбик, в первый, потом в следующую арку, потом в следующий столбик. И здесь уже можете в эту вторую арку, в которую нам нужно, в нее сразу выполняем столбик без накида. Еще выполняем одну воздушную петлю. И вот по высоте у нас как бы получилось, что мы выполнили столбик с одним накидом. То есть столбик без накида плюс одна воздушная петля равно столбик с одним накидом. Теперь выполняем еще 3 воздушные. 1, 2, 3. И вот в эту третью петлю 1, 2, третью. То есть одна петля у нас это как столбик. А дальше у нас идет 3 петли. И вот в третью от крючка. 1, 2, третья от крючка. Выполняем соединительную. У нас получается, как будто мы сделали столбик с одним накидом, пико. Теперь в следующую арку выполняем столбик с одним накидом. Вот что у нас получается. Теперь опять пико. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка выполняем пико. И в следующую арку столбик с одним накидом. То есть столбики мы пропускаем, а вяжем столбики в арке. Опять пико. 1, 2, 3. В третью петлю от крючка. То есть самую первую после столбика у нас, которая соединительная, у нас получается пико. Накид. И в следующую арку столбик с одним накидом. И таким образом вяжем до предпоследней арки. То есть вот мы начали со второй и получается вяжем до второй с этого края. Опять пико. 1, 2, 3. Пико. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Пико. Накид, столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Пико, накид. 1, 2, 3. Пико, накид. Столбик с одним накидом. То есть сейчас у нас сколько пико получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот мы начинали со второй и получается должны закончить второй аркой, только с другого конца. Здесь по рисунку выполняем. Сейчас у нас идет после столбика, как обычно, пико. 1, 2, 3. Пико.
Здесь у нас во второй арке должен быть столбик. Мы его выполняем накид. Провязываем столбик с одним накидом, но не до конца. То есть вот провязываем вот эти 2 петли. Сейчас мы должны как бы закрыть этот столбик, но мы оставляем так. Опять накид. И уже во вторую арку нашей следующей вот этой полугруппы, то есть первую мы пропускаем во вторую, выполняем также незавершенный столбик с одним накидом. Вот, то есть вот мы выполнили столбики. У нас сейчас 3 петли на крючке, и теперь их все вместе провязываем. То есть вот что у нас получается. Вот начинали со второй арки столбик, и вот заканчиваем. Вторая арка тоже столбик, и сразу начинается у нас следующее. Опять здесь у нас идет пико. Столбик, следующий столбик. Ой, столбик, следующую арку. Пико. Раз, два, три. Столбик, следующую арку. Раз, два, три. Пико. Столбик, следующую арку. Итак, после столбика по рисунку мы также выполняем наше последнее пико. Раз, два, три. Оно по счету у нас 8. То есть в каждом этом полукруге у нас по 8 пико. Вот, смотрите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И вот 8. Также и вот в первом в самом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А здесь уже начинается. Теперь вот наша предпоследняя арка, вторая с края. В нее делаем незавершенный столбик с одним накидом. Опять накид. Незавершенный столбик во вторую арку следующего уже полукруга. Во вторую арку. То есть делаем 2 столбика с одним накидом с общей вершины. Опять у нас далее пико. Раз, два, три. И вяжем так ряд до конца. Я думаю, понятно объяснил. Может, непонятно, но постарался объяснить более подробно. То есть вот что у нас получается. Здесь у нас соединяются столбики. Вот крайний мы пропускаем, а во вторые по краям у нас идут с общей вершиной столбики. Во все остальные арки по столбику и пико между ними. Все вяжем таким образом ряд до конца.